Всем привет! На днях приготовила шашлык на плите. Специально искала такой рецепт и нашла. Конечно, ничто не заменит аромат костра, но получается как настоящий шашлык. Ароматный, сочный и вкусный. Муж сказал, что получилось даже вкуснее. Судите, конечно, сами, но попробовать такое нужно обязательно. Мясо берем как обычно для шашлыка с жирком. Свинину или баранину, без разницы. Только нарезать нужно на кусочки в 2 раза меньше, чем на шашлык, потому что готовить мы будем на плите, а не на углях. Лук режем полукольцами, но потоньше, чем на шашлык. Мясо маринуем по классике жанра. Соль, перец черный и острый и лук. Хорошо перемешиваем. Слегка отжимаем лук, чтобы из него выделился сок и пропитал мясо. Ставим гнет и оставляем мариноваться на 2 часа. А лучше всего, как всегда, замариновать мясо на ночь. Теперь нужна сковорода, чугунная или с антипригарным покрытием, на которой можно жарить без масла. В этом заключается особенность рецепта. Мясо жарится на сухой сковороде. На хорошо разогретую сковородку по кусочку выкладываем мясо на расстоянии друг от друга. Это нужно, чтобы мясо не выделило сок. Если сок начал выделяться, нужно добавить огонь и быстро выпарить влагу, чтобы мясо жарилось, а не тушилось. Как при жарке на мангале. Регулируем жарку только не переворачиванием решетки, а регулированием газа на конфорке. Жарим на среднем огне с одной стороны примерно 5-7 минут, смотря какие кусочки, может и больше. Мясо с нижней стороны должно схватиться аппетитной корочкой и наполовину посветлеть. Теперь переворачиваем на другую сторону. И также жарим на среднем огне. Если начинает выделяться сок, быстро добавляем огонь на максимум, выпариваем влагу и продолжаем жарить на среднем огне до готовности. Все как за мангалом, не отходим и контролируем. Если кусочки неровные или большие, переворачиваем на каждый бочок, чтобы мясо обжарилось со всех сторон до корочки. А теперь суперфишка. Когда мясо почти готово, берем кусочек и поджариваем его прямо на конфорке. Несколько секунд с каждой стороны, до появления аромата шашлыка. Так в кафе опаливают перцы и помидоры для придания аромата костра. А почему бы так не сделать и с мясом? Буквально несколько секунд с каждой стороны, и мясо становится шашлыком. Даже сам процесс уже захватывает. Все мясо можно так не обжаривать. Достаточно обжарить несколько самых аппетитных кусочков с жирком. Именно подгорающий жирок дает тот самый вкус и аромат шашлыка. Можете удивляться, но с этим трюком получается шашлык почти как с мангала. Теперь возвращаем поджаренные на огне куски в сковородку, чтобы они отдали свой аромат остальному мясу. Можно добавить лук, в котором мариновалось мясо, и на большом огне быстро его прихватить. Для большей пикантности можно добавить немного гранатового сока. На полкило мяса буквально 50 грамм сока. И выпарить на большом огне. Можно обойтись и без сока, просто я показываю рецепт полностью. Это дело вкуса. Без сока получается более выраженный вкус шашлыка, зато с соком мясо получается более нежным. Делайте на свое усмотрение. Когда сок выпарится, выключаем газ. Теперь мясо подравниваем в рядки, импровизируя шампуры. Между кусочками выкладываем лук и помидоры. Посыпаем зеленью. И можно подавать прямо в сковородке. Ну чем не шашлык, и по виду, и по вкусу. Аромат шашлыка стоит по всей кухне.
Мясо прожарилось, аппетитное и сочное. Невозможно снимать, слюнки бегут. Все, друзья, побежала кушать, пока горячее. Попробуйте, не пожалеете, гарантирую.